Предположим, у вас закипел автомобиль. Я рассматриваю сейчас пример ВАЗ-2109. Но это может быть и в десятке, и в двенашке, и в 14, и в 15. В общем, во всех отечественных переднеприводных автомобилях. Здесь важный нюанс. Если вы видите, что все в порядке, то есть уровень тосола на месте, все патрубки на месте, но машина почему-то закипает, первое, конечно, что вам может возникнуть в голове, это то, что виной всему помпа. То есть вы думаете, что помпа неисправна, и поэтому происходит закипание. Но это не всегда так. Даже скажу, что чаще это не так. Виной всему может быть крышка расширительного бачка системы охлаждения автомобиля. Сейчас я расскажу о ее функциях и что нужно делать, если автомобиль постоянно закипает. Данная крышка выполняет роль сброса давления в системе охлаждения. То есть в ней есть клапан, который открывается либо закрывается, чтобы поддерживать необходимое давление в системе охлаждения. Так как охлаждающая жидкость нагревается, соответственно, вместе с этим происходит повышение давления, или же при остывании, к примеру, после постановки на парковку автомобиля, давление должно снизиться из-за остывания охлаждающей жидкости. Именно это и регулирует данная крышка. И в случае неисправности клапана, который находится внутри крышки, естественно, у вас будет закипать автомобиль. Эти крышки очень дешевые, поэтому здесь единственный выход – это ее заменить просто-напросто. Допустим, на девятку такая крышка стоит 100 рублей. Ну, как и на остальные автомобили. Неважно, карбюратор у вас или инжектор. Поверьте мне, что чаще всего она является причиной непонятных перегревов автомобиля. Точнее, двигателя. Вот такой функционал выполняет крышка в автомобилях. В заключение скажем. Крышка регулирует давление в системе охлаждения, которое должно быть равно примерно 1,5 атмосферы. В случае, если крышка неисправна, то, естественно, будет неравномерное давление. Либо подниматься, либо стремительно опускаться. Что будет приводить к перегреву двигателя. Что еще может случиться, кроме перегрева? Могут выйти из строя патрубки, лопнуть. Также выйти из строя другие элементы системы охлаждения, вплоть до радиатора. Так что если у вас случаются непонятные перегревы двигателя, в первую очередь замените крышку и посмотрите, что будет. И смотрите уже далее. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.